Vega. Знакомые с детства 4 буквы. Аудиотехника с данным названием радовала нас в 80-е и 90-е и дарит теплые воспоминания даже сегодня. И хотя производственное объединение Vega выпускало в свое время большое количество радиомагнитол, переносных магнитофонов и компактных плееров, именно стационарные магнитофоны-приставки являлись наиболее желанным приобретением в нашей юности. Какие-то из них выпускались серийно, какие-то в качестве опытных образцов и были доступны только единицам, но в данный выпуск попали абсолютно все магнитофоны-приставки производственного объединения Vega. Vega MP120 Stereo. Выпускалась с 1987 года. В магнитофоне приставки были применены псевдосенсорное управление режимами работы, автостоп, электронный счетчик расхода ленты, шумоподавитель, программатор для воспроизведения заранее выбранных фрагментов с индикацией их номера, а также режим обзор. В аппарате устанавливалась синдастовая магнитная головка. Максимальный диапазон воспроизводимых частот составлял от 31,5 до 16 тысяч Гц, коэффициент детонации 0,15%, а цена на момент выпуска магнитофона 500 рублей. Магнитофон-приставка могла входить в состав комплекса Vega 120, а также продаваться отдельно. Магнитофон-приставка Vega MP122S. Выпускался производственным объединением Vega с 1987 года и имел два лентопротяжных механизма, обеспечивающих помимо обычной записи и воспроизведения, ускоренную перезапись с кассеты на кассету и последовательное воспроизведение записи со второй кассеты по окончании первой, либо наоборот. Магнитофон был снабжен квазисенсорным управлением режимами работы, системой шумопонижения, светодиодными индикаторами уровня записи и воспроизведения, электронным счетчиком расхода ленты. В магнитофоне приставки устанавливались синдастовые головки, имелась возможность работы в режимах ускоренный поиск, память, обзор, возврат и запись паузы. Скорость движения ленты предполагала два режима – 4,76 см в секунду и 9,53 см в секунду. Максимальный диапазон воспроизводимых частот в первом режиме скорости составлял от 31,5 до 18 тысяч Гц, а во втором режиме при скорости 9,53 см в секунду частотный диапазон достигал целых 22 тысяч Гц. Уменьшенным по сравнению с предыдущей моделью был и коэффициент детонации, который в данном случае составлял всего лишь 0,13%. В продаже же 122 Vega появлялась как отдельно, так и в составе одноименного стереофонического комплекса, в комплекте с виниловым проигрывателем, проигрывателем компакт-дисков, усилителем и акустическими системами Vega 50S106. Стереофонический кассивер Vega TM122S. Выпускался опытно производственным объединением Vega с 1995 года и включал в себя магнитофонную кассетную деку, ИЧМ, он же FM радиоприемник с автоматическим выбором системы вещания. Магнитофонная часть данного устройства была выполнена на базе магнитофона приставки Vega 122S и была идентична ей по своим техническим характеристикам, а высококачественный приемник дополнял функциональную часть аппарата возможностью комфортного прослушивания любимых радиостанций. Магнитофон-приставка Vega MP124S была выпущена производственным объединением Vega в 1994 году и входила в состав одноименного стереокомплекса наряду с проигрывателем компакт-дисков Vega PKD122S5, усилителем Vega 50U124S, тюнером Vega T124S и парой акустических систем 50AS107. Максимальный частотный диапазон магнитофона составлял от 31,5 до 16 тысяч Гц, коэффициент детонации 0,15%, а скорость движения магнитной ленты ограничивалась одним режимом и составляла 4,76 см в секунду. Двухкассетный стереофонический магнитофон-приставка Vega MP126S был разработан в 1997 году и имел микропроцессорное управление, электронный счетчик ленты с возможностью программирования, индикацию уровней записи и воспроизведения и даже инфракрасный пульт дистанционного управления.
126-я Vega входила в одноименный стереокомплекс наряду с проигрывателем компакт-дисков PKD-126S, усилителем 50U-126S и парой акустических систем 50AS-107. К сожалению, в серийное производство данная разработка уйти уже не успела. И завершает наш сегодняшний выпуск профессиональный, двухскоростной, двухкассетный, двухканальный магнитофон-приставка Vega PMP-132SKV, который опытно выпускался с 1996 года производственным объединением Vega. В магнитофоне приставки применялось псевдосенсорное управление всеми режимами лентопротяжных механизмов со световой и звуковой индикацией, автостоп, а также электронный счетчик ленты с режимами память и обзор. Магнитофон имел два пишущих и воспроизводящих кармана со сквозным каналом, две скорости движения ленты 2,38 и 4,76 см в секунду, последовательную запись воспроизведения на вторую кассету после окончания первой, пульт дистанционного управления, световую и звуковую индикацию ошибок, наличие симметричного баланса входа, автоматическую отмотку рекорда при записи, калибровку уровня записи и даже возможность подключения к ЭВМ. Магнитофон поддерживал два типа лент. Максимальный частотный диапазон на первом типе составлял от 31,5 до 16 тысяч Гц, а на ленте Chrome от 31,5 до 22 тысяч Гц. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшний выпуск был для вас интересен и хоть немного понравился. Если это действительно так, с вас, как всегда, лайк, подписка и приятный комментарий. Ну а с нас еще много всего интересного. Хороших вам дней!